Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас обзор арты, да-да, арты коричневой техники, вот советской. Проходная прокачиваемая ветка 6 уровня Су-8. Вот такая вот огромная телега. Я еще тот артовод, в кавычках, да, не люблю и особо не играю на этом типе техники. Вот, очень редко, только вот для ЛБЗ сильно потел, и то во взводе с охраной, с поддержкой. А так, конечно, это не мой класс техники. Вот, броню мы, конечно же, не пойдем смотреть, потому что, ну, тут ее нету. Эта арта пробивается в любой проекции, в любой плоскости, но иногда картошка позволяет даже и арту не пробивать. Вот, давайте начнем с основных модулей, посмотрим, что у нас там за пушка, что это такое вообще. Значит, на стойке у нас 500 альфа, здесь у нас альфа 550 на основном типе фугаса. Фугас с оглушением и со всеми пирогами 650, подождите, либо я ошибаюсь, я же говорю, я еще тот артовод, лучше здесь посмотреть. Так, нет, значит, с меньшим пробитием, но с оглушением и со всеми делами, это как раз основной тип снаряда. Так, сейчас. Так, по пушке, значит, это у нас бронебойный, это у нас обычный фугас, это фугас с оглушением, но у него бронепробитие выше, заряжается на стойке 20 секунд, 1610 дпм, 6,6 минимальное время оглушения, до 11 максимальное, разброс на 100 метров 0,75, время сведения 5, почти 6 секунд. Вот. По полевой модернизации, да, есть полевая модернизация даже для арты. Давайте разбираться вместе. К мощности двигателя, от разброса, конечно, от разброса. Сейчас вот вам даже покажу от разброса при движении ходовой. 100%. Нам это очень важно. Незаметности после выстрела, к максимальной скорости вперед. Она и так, эта арта, хорошо ездит, поэтому к незаметности после выстрела. Вот, от разброса при повороте ходовой и от разброса при горизонтальном наведении. Конечно, ходовой, потому что арта крутится, вертится на месте постоянно. Вот, это касаемо полевой модернизации. С оборудованием здесь один у нас вариант возможен, у нас открытая рубка, соответственно, вентилятор недоступен. У нас в основной слот, дающий дополнительный буст, мы ставим досел, мы ставим обязательно усиленные приводы наводки, и, ну и поскольку на месте крутимся в погоне за дамагом, да, выискивая врагов на просторах карты, мы ставим УМП. Вот. По снарядам. Еще раз, с меньшим пробитием, но с оглушением, осколочно-фугасный, он дешевый, чуть-чуть дороже у нас обычный осколочно-фугасный. И, ну, цены вообще, да, не то, что у нас на танках. 920, 970, господи, выбирай любой снаряд. Ну и бронебойный, кстати, бронебойный летит побыстрее, 546 метров в секунду, а эти у нас летят, этот вообще 455, 487. Ну, для нас это не сильно важно, прям для арты. Вот, это уж точно. По снаряжению ремка, аптечка, ставим там огнетушитель, но чтобы прям на арте нагибать, доп. Паёк нам в помощь. Тем более, что я пересадил экипаж со старшей арты, и он у меня как себя инвалид. Золото я тратить не буду, уж тем более даже на арту. Вот, у нас экипаж, 6 членов экипажа. Первым перком что мы ставим? Правильно, мы ставим командиру лампу, всем остальным незаметность. Вторым перком ставим всему экипажу боевое братство. А дальше ставите, как показано в табличке, перки проставляете. Так, значит, теперь УВН. На что это влияет? Что это такое? Углы вертикальной наводки 44 градуса. Много ли это или мало? Ну, стандартно, по-моему, если я не ошибаюсь. И закидывать прям за какие-то препятствия на этой арте не сильно получится. На это у нас там больше способны, насколько я помню, это французы. У них угол вертикальной наводки побольше. А этот, ну нет, да. По ХП, ну 300 ХП нас тут убивает практически в один выстрел.
По мобильности 48 вперед, 12 назад, 22 лошади на тонну. И действительно эта арта очень быстро перемещается по карте. Ну прям вообще локации может менять, обстрела прям на раз вообще. По незаметности 13-29, но у нас не вканчивает перк незаметности и оборудования нет на незаметности никакого. По обзору 249 метров, штраф еще от экипажа 22, так было бы там 271, что ну немного, скажем так, потому и артут по сути все и пересвечивают, и даже тяжелые танки. По плюсам минусам машины, что можно сказать? Первое, что на ней нравится, это ее подвижность, реально. Прям, ну, перекатываться с угла на угла карты или вообще уезжать даже к противникам вполне на раз. По поводу заряжания орудия, ну, долговато, как для 6-го уровня. На 6-м уровне есть поинтереснее арта, которая шмаляет пошустрее, нежели эта арта. У ВН не позволяет прям закидывать за дома, и это минус. Вот по броне тут сплошной минус, по незаметности сплошной минус, по обзору сплошной минус. Короче, арта говноед коричневый. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, прокатиться на коричневой технике Су-8 6-го левела. Погнали. Так, попали на Тихий берег, попали к 7-му левелам. Попали к 7-м левелам. У нас обзор арты САУ советской 6-го уровня Су-8. Проходная прокачиваемая вверх. Сейчас мы ее будем тестить. Сейчас затестим. Чё приуныли, тупорезы? Думали, работы лишились, да? Пока я с вами, такого не случится, понятно? Дебилы наши никуда не едут. Приветствую тебя, брат, категорически. Дурачье. Понятно. Так. Понятно? Блин, Или ну, нет? 2 хп не добил. Ну что это такое вообще?
какой-то просто дурдом. И теперь надо здесь вот сейчас будет помогать. Я думаю, наш ПТХ будет их светить, а нам надо накидывать. Ну и где? Глянь, не светятся вообще. Либо они назад пошли. Свет давай. Воин. Так. Сейчас наша арта отсохнет. Все плохо. Не, наверное, не успеем мы захватить. Сейчас прискочит.
34 секунды. Пять-шесть резких ударов и все. Делать будем. Это Виталий Сергеевич, старший по смене. Начальника! Привет! Да Не урод, успели. короче. Ну, вот такая вот арта, вот такой вот бой. Что мог, то делал. Почти захватил базу. Убил прямым. ПКшку забрал. Ну, ребят, как мог, так старался, да. Да. Все сами видели. А вот у них М44 Виталий, этот вообще настрелял сколько? ФВХ. Ладно, я не особый артовод, как по мне, обычная арта, не более, но мне понравилась ее подвижность, по сути. Команда мне немного союзников не повезло. Пришлось не как на арте воевать, а чуть ли не как на танке. Ну. Пишите свои комментарии, какой вы используете оборудование на данной машине. Да? Я считаю, сам правильный набор. Вот он. Досел, приводы и, конечно же, УМП. Вот. Как вам вообще эта ПТшка? Это арта! ПТшка я, по-моему, называл. Арта. Как вам эта арта? По мне, хорошая подвижность. Но арты же не самое главное качество, правильно? Самое хорошее качество — это нанесение урона, точность, быстро как заряжается, как быстро сводится, какие несет потери при разбросе, при повороте шасси и прочее. Ну, не знаю, я так настолько редко играю на арте, что для меня это, ну, это ясно. Вот. Пишите комментарии реально по этой сушке, поделитесь своим личным опытом. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.